Всем привет! Сегодня, как всегда, сделаем еще одну полезную вещь. Распечатал шаблон 1 к 1 на 2 листах формата А4 и склеил их между собой. Остается аккуратно все это дело вырезать. Основной материал — листовой металл 6 мм. Состояние, как обычно, из металлоприемки. Щеткой на болгарку привожу поверхность в порядок. Прелесть бэушного металла не только в цене, а и в деформации даже таких небольших отрезков. Поэтому приходится быть внимательным с определением места расположения шаблона. Фиксирую магнитами для последующей обводки маркером. Форма сложная, поэтому только плазморез. По прямым линиям предпочитаю работать болгаркой. Это позволяет не заморачиваться с последующей обработкой краев от плазмореза. Это ответ на частый вопрос, почему я не все режу плазморезом. На поверхность детали наношу самый обычный клей ПВА. Шаблон приклеиваю для точной подгонки неровности по краям и разметки под будущее отверстие. Также делаю разметку под продольное отверстие, после сверлюсь по всем наметкам. Продольный вырез делается исключительно для уменьшения веса детали. Остается увеличить диаметр центрального отверстия. Такой диаметр может себе позволить из имеющегося только ступенчатое сверло. Терзаю дальше листовой металл. Разметка прямоугольных деталей в количестве 2 штук, но разных по длине. Перед тем, как их сварить вместе, делаю фаску под будущий шов. Края закругляю и сверлю по отверстию в каждом из них. Вырезаю еще одну похожую деталь. Также с отверстием и со снятием фаски с одного края. К ней нужно приварить эту небольшую проставку, которая будет выполнять роль упора. А сейчас полезная информация. Друзья, пока большой спорт на паузе, самое время открыть для себя киберспорт. Каждый день в сетке легального партнера Париматч проходят события по киберфутболу и вообще огромному числу киберспортивных соревнований. И, конечно, мы делаем разные акции и бонусы для вас. Теперь по моей ссылке вы получите страховку на первую ставку до 2000 рублей. Если она не сыграет, получите деньги обратно на счет. Принял во внимание ваши советы из прошлого видео по работе на станке. Подтянул шпиндель в передней бабке, убрав небольшой люфт патрона. Подтянул клин поперечных и верхних салазок. Минимизировал зазор регулировкой винтов каретки. Кулачки в патроне в убитом состоянии, из-за чего деталь ровно не зажать. Взял подходящий размер отрезка трубы. К сожалению, обоймы от подшипника я не нашел. Этот способ я нашел в YouTube у нескольких человек и попробую повторить. В идеале патрон вообще надобно было поменять, но все сразу пока накладно. Спираль продуваю сжатым воздухом для удаления накопившихся частиц. Кулачки же решаю искупать white спиритом с тщательной обработкой кистью. На вид и не скажешь, а на них грязи было прилично. Ставлю кулачки обратно в соответствующей последовательности. Имея характерные ступеньки с краю, как раз можно зажать отрезок трубы. Заточка резцов не тратить время надоело, приобрел необходимый для себя набор со сменными пластинами. Да, дорого, но впоследствии это только экономия и по времени, и по финансам. Сейчас проверим расточной на кулачках. Маркирую кулачки для видимости процесса. Обороты небольшие, после касания добавляю 15 соток и делаю проход. По первому проходу видно, что разнобой приличный. В общей сложности пришлось сделать 5 проходов шагом 15 соток до завершения расточки. Резец визуально не изменился, что уже радует. Также подправил эти ступеньки для мало ли чего зажать. Если раньше визуально невооруженным глазом было видно биение заготовки, то сейчас все намного лучше. Даже с такой на скорую руку расточкой без притирки кулачков. Продолжу изготовление сегодняшнего приспособления. Отрезок кругляка для непростой детали с моим опытом. Ставлю проходной упорный и приступаю к обработке. Резец ведет себя неплохо, остается лишь подбирать скорость вращения и подачи неизвестной марки металла. Делаю небольшие канавки отрезным резцом с двух сторон заготовки.
Проходным стачиваю лишнее между канавками, выравнивая всю плоскость. Далее отверстие в торце на всю длину детали, после растачиваю внутренний диаметр до необходимого. По завершению расточки прорезаю резьбу в отверстие. По вашим рекомендациям отрезание детали происходит максимально близко к патрону и с резкой в 2 дорожки. И, о чудо, резец не сломался и деталь отрезал. Дальше проще, нужно вытащить пару валов из обычной сыромятины. На рынке купил такой вот кругляк, материал капролон. Отрезаю заготовки под конкретную деталь. Полотно идет как по маслу, после металла не совсем привычно. Резцом обрабатывается так же легко и быстро. Впечатления пока что положительные. Единственный минус — это запутавшаяся стружка на заготовке, но не критично. Сверление и расточка также радуют из-за податливости материала. Этот ролик отличается от предыдущего металлического отверстиями с обеих сторон. И еще такой момент. Также нужно было сделать бортики по краям, что усложняло задачу. Как токарь минус 5 разряда я решил продеть болт в ролик и хорошенько затянуть гайкой, тем самым получив свободный доступ к обрабатываемой поверхности. Бортики сделал по такому же принципу, как и в металлическом ролике. Всего необходимо было сделать 2 ролика. Пригодился остаток от первого ролика. Задача простая, нужно было вытащить кольцо. Это не готовая деталь, всего лишь заготовка. Как раз вовремя пришла посылка. Заказал целую банку мини-маркеров для черновой разметки. Болгарку для сегодняшней самоделки брал специально отдельно, потому как другие заняты. Ну и конечно же отрезные круги с запасом. Из этого кольца нужно было сделать крепкий хомут, учитывая особенности посадки на корпус крышки редуктора. Болгаркой и далее напильником подготавливая посадочное место. Из металла четверки изготавливаю пару мелких деталей. Вырезав часть кольца, теперь мне нужно аккуратно приварить эти мелкие детали. Хомут с ограничением от вращения требует четкого определения размещения основания для последующего приваривания. В основной детали остались непрорезаны резьбы в отверстиях под валы и рукоять. Вытащил небольшую шпильку для соединения основы с рычагом. Верхнюю пластину необходимо приварить в месте опорной проставки. На выступающую часть шпильки одеваю пружину кручения и остается придумать, как ее зафиксировать. Приварил 2 упора, но возникла проблема, пружина оказалась очень слабой для данного узла. Работала, но не создавала необходимой нагрузки. Изначально брал 2 разных пружины, в надежде, что одна из них подойдет. К сожалению, выбора особо не было. Случилось то, чего я больше всего опасался. Вторая также показала, что работать не будет. Возможно, это лютый колхоз, но выбора нет. Нашел у себя часть дверной пружины, которая отлично работает на сжатие. Далее небольшой отрезок из миллиметрового листа. Приспособление нужно также дополнить защитным кожухом. Все готово, дело за малым, это покраска. Приступаю к сборке и смотрим, что же из всего этого вышло.
Ленту заказал уже готовую, решил не заморачиваться. Монтаж ленты производится без особых усилий. Первый пуск и вроде все работает. Проверим на разных диаметрах трубы. Начну с 60-й. Чистит и довольно-таки неплохо. Чтобы не растягивать видео, ускоряю его в 10 раз. Труба блестит и даже слишком. Для примера зачищаю небольшой участок привычной нам металлической щеткой на болгарке. Не то чтобы намного хуже, но чистота поверхности в первом случае на порядок выше. Еще разок прохожусь с новым приспособлением. Отличная обработка под покраску с хорошей адгезией. Беру диаметр побольше, 89. Результат такой же, как и в предыдущем варианте. На верстаке 127 труба. Такой диаметр я использую для дымохода в печах. Чистить такой объем обычной щеткой еще то удовольствие. Облокотив приспособление на ленту, руки не напрягаются. Остается лишь аккуратно водить им влево-вправо до полной очистки трубы. А на этом я с вами прощаюсь до следующего видео. С вами был Андрей. Всем пока.